Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим белорусские драники с мясом. У меня в мисочке фарш свиной наполовину с курицей, 200 грамм. Дальше нам понадобится мука 1 столовая ложка с горкой, 1 яйцо и 1 чайная ложка без горки соли. Для картофельного теста в мисочке у меня картофель очищенный в количестве 700 грамм и 1 луковица. Приготовление блюда начнем с фарша. Для начала натру лук на драничной терке. Половина массы натертого лука я добавлю вместе с соком к фаршу. Сок нужно вылить весь, потому что фарш нуждается в соке лука, от этого он станет очень вкусным. Сейчас все перемешаю и останется добавить только соль и перец. Соль и перец я добавляю по вкусу. Друзья, вымешивая фарш, я поняла, что нужно добавить еще немного воды. 30 мл достаточно для того, чтобы фарш стал сочным. Итак, фарш готов. Я его отставляю в сторонку и займусь картофельным тестом. Друзья, для того, чтобы у нас получились настоящие белорусские драники, картофель нужно натирать именно на драничной терке. Такая терка нужна для настоящих белорусских драников. Это у меня старенькая терочка. Если у вас есть специальная насадка в комбайне, вам понадобится гораздо меньше времени. 1 картофелину я натерла и к ней добавлю оставшийся натертый лук. Для того, чтобы картофель не потемнел, я это все перемешаю и затем продолжу натирать картофель, оставшийся в миске. Друзья, картофель я натерла, и вот у нас это нормально выделился сок. Вот этот сок по возможности нужно слить, чтобы он не создавал жидкую структуру теста. Вот аккуратно отведите ложкой и слейте. Или можно на сито, как кому больше нравится. Сок слит по большей части. И я теперь добавляю соль, яйцо и перемешиваю. Теперь я добавлю муку. Муку добавляем обязательно. И размешиваем. Муку не советую добавлять больше, чем указано в рецепте. Друзья, картофельное тесто готово, и теперь я ему дам минут 10-15 постоять, а за это время на небольшом огне нагрею сковородку. У нас уже сковорода и масло нагрелись, и я выкладываю столовой ложкой картофельные блинчики. Затем на каждый блинчик выкладываю фарш, делаю его плоским. Это делается для того, чтобы в дранике фарш успел прожариться. И закрываю сверху фарш 1 столовой ложкой картофельного теста. Закрываю так, чтобы фарш нигде не был виден.
Друзья, для того, чтобы фарш в драниках успел приготовиться, я закрою сковородку крышкой и буду жарить на медленном огне драники еще 7 минут. Крышку снимаю. Друзья, и как только увидели, что вот верхний блинчик закрепился, уже заварился, так сказать, на драничке, мы их переворачиваем. Двумя вилочками это очень удобно делать. Видите, какие они красивые, золотистые получаются. Если бы я не добавила лук в картофельное тесто, драники были бы коричнево-фиолетового цвета. На этом этапе можно добавить немножко еще масла. Сковороду закрою крышкой и буду жарить драники с обратной стороны 10 минут на медленном огне. Друзья, думаю, драники уже готовы. Они на маленьком огне под крышкой готовились 10 минут. Вот смотрите, какая вторая сторона. Можно еще раз перевернуть для подрумянивания верхней стороны, потому что под крышкой она стала мягкая. Чтобы корочка была хрустящая, можно еще раз вот так их перевернуть. Вот буквально минутку они обжарились с верхней стороны, и я достаю драники на тарелку. Как видите, ничего горелого. И я буду дожаривать на этой сковородке следующую порцию. Друзья, ну вот такой у меня сегодня обед. Вот такая красота. Сейчас я вам один драник разрежу и покажу, какой он внутри получился. Вот видите? Сочный фарш. Фарш полностью прожарился. Дранички светлые, красивые. Это очень сытное блюдо. Рекомендую вам попробовать, кто не пробовал. Ну а тот, кто пробовал, тот уже знает, как же это вкусно. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всегда вас жду. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.